Всем привет! Сегодня мы с вами будем говорить о двух боевых направлениях одновременно, как это было на прошлом стриме. Кстати, в этом стриме будет упоминаться некоторое количество параллельных боевых направлений, параллельных боевых искусств. Кому интересна информация об этих боевых искусствах, переходите на плейлисты нашего канала. Среди этих плейлистов есть такой, как стили и направления боевых искусств, и там вы с легкостью, в общем-то, найдете информацию о разных боевых искусствах, в том числе, еще раз напомню, о тех, которые будут упоминаться в связи с теми, которые мы будем рассматривать сегодня. А мы сегодня будем упоминать целый ряд боевых искусств. Итак, сегодня я предлагаю стартовать с Чачуань. Это боевое искусство достаточно, в общем-то, уже известное в мире. Оно поддерживается и Китайской академией Вушу нынешней. Ну и, в принципе, наверняка многие из вас о нем слышали что-то, какие-то фрагменты из, не знаю, там, различных видео наверняка вы тоже наблюдали и так далее. В общем-то, это несложно найти в YouTube информацию о Чачуань. Важный момент таков, что Чачуань – это боевое направление, которое не так давно, относительно недавно было сформировано, но вот эта вот относительность, это, наверное, о ней можно говорить как об относительной только в связи с другими боевыми направлениями. Давайте я сейчас сразу поставлю, собственно, фрагменты из этого боевого направления. Одну секунду, давайте вот таким образом. И у вас будет возможность сегодня посмотреть какие-то фрагменты, связанные с Чачуань и Фанзишуань, вращающимся кулаком. А я пока немного расскажу вот о том, что вы сейчас уже видите. Это Чачуань или Чачуань, боевое искусство, которое, несмотря на то, что, как я вот упомянул, было относительно недавно сформировано, ну как относительно недавно, уже почти 4 века назад. Ну, мы знаем, что есть боевые искусства более древние, в частности, вот Фанзишуань, о котором мы будем говорить, оно уходит еще дальше своими корнями в глубину истории боевых искусств. Однако сейчас вот пока оставим Фанзишуань в покое и говорим о Чачуань. Анатолий пишет: добрый день, и вам доброго дня, Анатолий. Значит, и сегодня в связи с тем, что мы разбираем Чачуань или Джачуань, мы говорим еще о таком боевом направлении, как Таньтуй. Таньтуй – это, в общем-то, с одной стороны и целая сеть боевых направлений. Иногда это просто называют просто отдельным таким стилем боевых искусств. Но на самом деле все не совсем так. Как всегда, у нас историки иногда несколько преувеличивают, иногда несколько преуменьшают значение того или иного феномена. И вот Таньтуй или хлещущие ноги – это явление, которое было распространено в Китае, на севере Китая, собственно, было распространено довольно давно уже. И работа ногами, как мы с вами уже говорили, это такой способ поддержки работы вооруженного человека, да? Когда у вас в руках меч, алебарда, копье, ну, в зависимости, конечно, от габаритов этого оружия и от той баталии, в которой вы участвуете, иногда очень полезно еще иметь дополнительное какое-то оружие, дополнительные возможности. Как правило, они связаны с работой ногами. И когда мы говорили с вами о чжоудяо, кому интересно это боевое направление, перейдите на плейлисты нашего канала, как я уже говорил, в стиле и направлении или в стримы, и вы там найдете информацию о чжоудяо. Так вот, когда мы говорили о чжоудяо, мы как раз говорили о том, что это боевое направление очень удобно для тех, кто участвует в таких баталиях, кто работает мечом, копьем, я не знаю, там алебардой, чем-то еще таким, да, и использует заодно ноги, которые здесь являются достаточно такими сокрушительными. И первоначальная форма чжоудяо, она была достаточно жесткой, ну и, собственно, остается жесткой в тех клубах и школах, которые действительно работают над чжоудяо, а не над какими-то современными модификациями, например. Так вот, Таньтуй – это тоже такая цепь целая боевых направлений, и, в принципе, Таньтуй входит в большое количество боевых искусств китайских, северных преимущественно. Еще раз напомню, Таньтуй – это хлещущие ноги.
Отчасти вот такую работу, о которой я сейчас говорю, вы наблюдаете сейчас на своих экранах. Это вот и есть Тань Туй, вернее, такая работа ногами, она характерна для Тань Туй. И Ча Цюань формируется в том числе под воздействием вот такой специфической работы ногами. Значит, хлещущие ноги, еще раз напомню, это называется Тань Туй. Так вот, вообще существует несколько версий о создании боевого искусства, о котором вот мы в первую очередь сегодня говорим. Мы говорим о Ча Цюань. И давайте я частично буду опираться сегодня на слова Алексея Маслова, на то, что он пишет в своей книге «Боевая добродетель». Да? Какие-то отдельные отрывки буду зачитывать для того, чтобы было все-таки более-менее, так сказать, наше повествование с вами более-менее полным. И чтобы мне просто не пересказывать то, что уже было сказано. Да, кстати, по поводу вообще Ча Цюань или Чха Цюань, который мы сегодня рассматриваем, оно формировалось среди мусульман Китая. Это северная часть Китая, северо-западная. Вот все, наверное, слушали о Синьцзян-Уйгурском автономном округе, о том, какие сейчас проблемы там стали перед населением, благодаря такой жесткой достаточно политике современной Компартии Китая. Но мы сейчас этого не касаемся. Дело в том, что северная часть, особенно северо-западная часть Китая, она постепенно мусульманизировалась, туда проникал ислам. Кстати, очень интересно, каким образом он проникал. Я сейчас кратко буквально сообщу. Это было такое экономическое, скорее, воздействие, чем какое-то идеологически религиозное. Значит, различные купцы с Ближнего Востока, когда попадали в Китай через северо-западную его часть, обходя, соответственно, там Гималаи и так далее, они делали большие достаточно скидки тем, кто принимал ислам. Сами они уже были, значит, достаточно такими религиозными, они уже исповедовали ислам и, соответственно, вот таким образом проповедовали, как бы проповедовали свою религию тем, что давали достаточно большие скидки тем, кто принимал ислам. Да? И вот, в сущности, вот северо-западная часть Китая достаточно быстро исламизировалась, именно благодаря тому, что вот такие вот экономические послабления для них были со стороны прибывающих торговых каких-то караванов. Но дальше ислам не стал распространяться. На самом деле Китай — это достаточно такая консервативная все-таки страна, она консервативная во многом. И именно благодаря вот этому консерватизму, этот консерватизм является, собственно, основой для того или иного направление развития Китая всегда. Вот что интересно, им всегда есть от чего отталкиваться. У них есть всегда такая четкая достаточно опора, такая жесткая опора под ногами, поэтому всегда можно от нее оттолкнуться в любую из сторон и сделать что-то экономически выгодное для Китая или там политически выгодное для Китая и так далее. Вот. Таким образом, у нас только северо-запад, в общем, практически Китая был исламизирован, ну и немножечко там северо-центральная такая часть, что ли, да, Китая. И именно здесь, в этих местах, начинает формироваться такое боевое искусство, как Ча Цюань. И, как правило, в мусульманских таких вот кланах боевые искусства преподавались преимущественно для своих. И очень часто, как и во всем Китае, этими своими были не столько единоверцы, не столько там люди, которые вот живут непосредственно рядом с вами, а очень часто буквально это была клановая такая система, и это передавалось там от отца к сыну, условно говоря, или там внутри клана, в этот клан могли приниматься люди какие-то из других семей и так далее, но в сущности это во многом боевые искусства вот формировались в Китае именно таким образом, для своих преподавались, и благодаря этому на сегодняшний день мы имеем такой широкий спектр различных боевых направлений китайских, традиционных китайских боевых искусств. Виктор пишет: приветствую, Станислав, рад видеть, и я тоже. Добрый день, Виктор, привет. Так вот, значит, и благодаря этому, да, мы наблюдаем такое разнообразие, собственно, этих боевых направлений. Они сохранились во многом нетронутыми до нашего времени. Ну, какие-то из них претерпели массу каких-то изменений, в основном благодаря активной работе Китайской академии Вушу. И вот, кстати, Китайская академия Вушу, тот Чха Цюань, о котором мы сегодня говорим, значит, Академия Вушу китайская продвигает, и поэтому Чха Цюань настолько сейчас известен все-таки в мире. Вот. И, значит, давайте я сейчас зачитаю уже из книги Маслова «Боевая добродетель». Да?
Значит, в 17 веке мастера вушу из числа хуэйцев участвовали в борьбе против маньчжуров. На стороне вождя крестьянской армии Ли Цзичена, которому удалось в 1644 году захватить Пекин, на секундочку, воевал известный мусульманский полководец Ма Шоуни. Под его началом находилось формирование из отборных воинов-мусульман. Это вот, на самом деле, достаточно интересные сведения, в очередной раз подтверждающие факт того, что боевые искусства, китайские традиционные боевые искусства, формировались в реальных битвах, в реальных баталиях. И вот мы видим, как бойцы, значит, которые восстают то против маньчжурской династии, да, то против там еще чего-то, там периодически возникали, конечно, такие массовые достаточно восстания в Китае. И вот в данном случае при таком восстании против маньчжуров еще в 17 веке, да, мы видим, бойцы даже захватили Пекин. Вот те самые бойцы, которые практиковали вот боевые искусства, о которых мы сегодня говорим в том числе. Да? Но среди таких боевых искусств, я еще раз хочу напомнить, были и хунца или хунгар, как у нас сейчас говорят, это несколько позже, да, восстание тайпинов там, в 19 веке, если не ошибаюсь. Да, значит, у нас было, когда как раз хунгар или хунца, значит, достаточно такое массовое распространение получил среди недовольных групп граждан. Да? Также точно фанцзичуань, боевое искусство, о котором мы сегодня будем еще позже говорить, это тоже боевое искусство, которым владели те, кто восставал. Да? И, как я уже говорил, все подобные восстания так или иначе подавлялись, разметались. И именно благодаря такому подавлению и распрыскиванию дальнейшему мастеров боевых искусств, значит, эти боевые искусства избежали локальности, распространились по многим областям Китая. И благодаря этому именно мы знаем и чхацюань с вами, и хунця или хунгара, о котором мы уже говорили, и фанцзичуань, о котором мы еще сегодня поговорим, и так далее. Да? Вот благодаря этому в основном. Но просто я еще раз хочу заметить, что бойцы, владевшие боевыми искусствами, традиционными китайскими, да, это были люди, которые формировали это боевое искусство, собственно, в реальных баталиях. Не в ограниченных залах, не по каким-то специальным правилам, там, в какой-то экипировке волшебной и так далее, а в реальных схватках, в реальных сражениях формировались эти боевые искусства, что очень важно. Да. То есть это такая, не такая невинная затея, как, например, современный спорт или постспорт. Да. Окей. Продолжаем, давайте о чхацюань. Первые мусульмане появились в Китае в VII веке и в эпоху Цин, представляли собой обширные замкнутые общности, отличавшиеся от китайцев обычаями, покроем одежды, использованием при общении арабских слов. Возникли у них и свои характерные стили вушу, например, уже упоминавшийся нами чхацюань. Стиль имел свои легенды. Многие из них сходятся на том, что его создал некий мусульманин по имени Джамир. А от первого иероглифа его имени Джа и пошло название стиля. Вот обратите внимание, прошу обратить внимание на то, что история такая достаточно характерная для Китая. Да? Мы уже с вами сталкивались с тем, что есть ряд боевых искусств традиционных китайских, которые до сих пор носят либо имена создателей этих боевых направлений, либо названия тех мест, где они были созданы, и так далее, и так далее. Вот чхацюань не исключением является. Да? Но это одна из легенд, одна из версий создания чхацюань, и я поэтому продолжу, да, чтобы мы ознакомились с разными версиями того, откуда возникает у нас это боевое направление. Значит, другая легенда рассказывает следующее. Во время мятежа, поднятого в 755 году могущественным губернатором северо-восточной окраины Китая Ань Лушанем, император Судзун послал армию для подавления беспорядков. В ее составе был отряд уйгуров из западных районов, в котором находился молодой воин по имени Хуадзун. Когда отряд двигался через уезд Гуаньсянь, провинции Шаньдунь, Хуадзун внезапно заболел, и его пришлось оставить в одной из деревень на излечение. Поправившись, Хуа начал зарабатывать на хлеб преподаванием некой системы самозащиты, блоки и удары. Она называлась Дядзачуань. Хуадзун решил основать здесь школу вушу и вызвал в деревню своего учителя Джа Юани. Вместе они создали новый стиль, который местные жители и назвали чхацюань. В память о Хуадзуне в арсенал стиля вошли несколько комплексов, которые сегодня называются хуацюань.
Значит, вот сейчас, как вы видите, речь идет о уже 8 веке нашей эры. Значит, и если придерживаться вот этой версии создания Чжачуань, то ему достаточно много уже лет, очень даже много веков назад, да, он создается. У нас сейчас с вами 21 век, это 7 век, ну вот посчитайте эту разницу. Да. В этом смысле можно предполагать, что Чжачуань довольно такое древнее боевое направление, но на самом деле это, еще раз, это одна просто из легенд, одна из версий. Мне кажется, все-таки сейчас большинство исследователей придерживаются того, что Чжачуань имеет там 400-летнюю примерно историю, по крайней мере где-то в этом интервале мы уже чувствуем Чжачуань как сформировавшееся боевое направление. Но, может быть, я в этом смысле не прав, и исследователи некоторые тоже не правы. Окей. Значит, в 8 веке предки хуэйцев действительно жили на территории современной Монгольской Народной Республики и внутренней Монголии. Однако, как свидетельствуют уездные хроники, в те времена в Гуаньсяне хуэйцев еще не было. Да? Об этом пишет вот нам Алексей Маслов, и в этом смысле вот эта вот версия, которую я сейчас прочел, может быть, она все-таки лишена исторической ценности. Другая версия, на первый взгляд, кажется более правдоподобной. Значит, основатель стиля Джашани, первое мусульманское имя которого было Джамир, происходил из Синьцзяна и жил в конце эпохи Мин. Он вступил в один из отрядов генерала Ци Цзигуан. Во время похода против японских пиратов Джамир заболел и задержался в Уэйте, Гуаньсянь, где и начал преподавать вушу. Его ученики назвали новую школу Чжачуань. Правда, китайцы стали более широко использовать другое чтение первого иероглифа в названии стиля – Чха. Поэтому прижилось название Чжачуань. Последняя версия стала канонической для последователей Чжачуань. Ну вот, в частности, да, вот Алексей Маслов здесь нам пишет, что все-таки не так глубоко уходят корни этого боевого направления вглубь истории, но все равно, согласитесь, несколько веков – это достаточно большой период времени для того, чтобы утверждать, что это боевое искусство уже себя и показало, и как бы устоялось, и сформировалось как следует и так далее. Окей. Давайте дальше посмотрим. Сформировавшись в западной части Шаньдуна и в восточной части Хэнаня под воздействием шаолиньских школ вушу, Чжачуань стал практиковаться среди тайных обществ мусульман в Шаньдуне, Хэнане и Хэбэе. Идеология основного мусульманского стиля была тесно связана с исламом. Тренировки по Чжачуань проходили обычно во внутренних дворах мечетей. Перед занятиями совершалось традиционное мусульманское омовение, как и перед намазом. Несмотря на эту ритуализированность, Чжачуань стал одним из самых эффективных боевых стилей вушу. Его отличает сложная траектория передвижения, изобилие прыжков и стремительных разворотов. Наносились удары ребром ладони, колющие удары пальцами в уязвимые места. Многие мусульмане, практиковавшие Чжачуань, владели искусством железной рубашки, не чураясь демонстрировать свое умение перед публикой. Несмотря на то, что Чжачуань продолжал считаться символом мусульман, в эту школу начали брать и пришлых. Когда в 1928 году в Нанкине была основана Центральная академия национального искусства, Чжачуань был введен в программу ее обучения. В 1901 году одного из известных бойцов выгнали из родного уезда, считая его бандитом, и он направился в Динань, главный город провинции Шаньдунь. Однажды в базарный день Ван, как его звали, перед изумленной публикой сумел остановить руками вращающийся жернов. За этой сценой наблюдал учитель Чжачуань Ян Хонцю, который, оценив силу юноши, взял его в ученики. Вскоре Ван стал лучшим последователем школы, отличительной чертой которой было особое внимание к сложным разделам нэйгун. Позже Ван Цзэпин переработал эти упражнения и объединил их в комплекс, описав его в одном из первых пособий по цигун, вышедших в Китае, способы лечения посредством упражнений. В комплекс вошли 20 упражнений для укрепления здоровья и достижения долголетия, которые выполнялись как в состоянии покоя, так и в движении. Каждое из упражнений было направлено на регуляцию одного из энергетических меридианов. Вот на этом я бы хотел немного остановиться сейчас и заметить, что значит, когда речь идет о нэйгун, очень часто мы вспоминаем о
такой семье Нэйтя в боевых искусствах, в которую входят Сины, Багоджан, Тайдичуань, да, и нередко забываем о том, что, во-первых, Нэйгон практиковался и практикуется в большинстве традиционных китайских боевых искусств. И в этом смысле, ну, условно говоря, все, наверное, или большинство традиционных китайских боевых искусств входят как бы условно в эту семью, да, в Нэйтя. Но на сегодняшний день, я еще раз напомню, Нэйтя и те боевые направления, которые делают упор на Нэйгон, а не на прикладную работу, на боевую работу, да, эти направления уже утрачивают свой боевой потенциал, становятся такими гимнастическими, скорее, да, оздоровительными практиками. В отличие, например, от Чхачуаня, о котором мы сегодня говорим, в котором тоже, как видите, очень большое внимание уделялось Нэйгун, да, но, тем не менее, значит, это боевое направление входит в вайджа, в прикладные, в боевые по-настоящему искусства, да, не в оздоровительные в буквальном смысле, несмотря на то, что Нэйгун, как здесь вот было написано у Алексея Маслова, да, Нэйгун способствует в том числе и оздоровлению. Вася Васин пишет: «Минасан конничева, и вам доброго дня. У вас же день сейчас, просто у меня вечер, и я путаюсь». Ну да, у меня день здесь, в Болгарии. Окей. Давайте дальше. Вася Васин пишет: «Скажите, пожалуйста, я правильно понял, что в Чхачуане много времени уделяется работе ног?» Да, в начале этого стрима как раз я сказал, что Чхачуань в качестве базы такой, в качестве одной из основ, значит, содержит в себе таньтой. Это хлещущие ноги. И поэтому, да, действительно, Чхачуань – это один из немногих традиционных китайских боевых, одно из немногих традиционных китайских боевых искусств, где особое внимание уделяется работе ног. Но, кстати, если вы обратите внимание на те кадры, которые проходят перед вашими глазами, да, эта работа ног не такая уж заученная и зарегулированная, например, которую мы видим, ну, скажем, в современном карате, да. Это достаточно свободная работа ног, где главным является не красота исполнения, не точность какая-то геометрическая, да, а где главное – это поразить противника. Вот. И в этом смысле важнее, что сделать, а не как сделать. Да? Окей. Продолжаю пока. По преданиям, Ван Цзепин, о котором мы сегодня говорим, неоднократно вступал в поединки с иностранцами. Народная молва рассказывает об одном из таких боев. Как-то он получил вызов от немецкого бойца, который прославился стремительным ударом фантастической силы. Ван Цзепин применил интересную тактику. Он ждал, пока немец нанесет удар, затем резко отходил в сторону, резко дергал немца за руку и валил его. В конце концов немец, отчаявшись, сдался и, более того, попросился клану в ученики, обещав платить $300 в месяц, по тем временам настоящее богатство. Но Ван Цзепин заявил: «Я не желаю твоих денег и не беру ученики таких, как ты». Ну, может быть, здесь небольшое преувеличение про таких, как ты, там, и прочее подобное. Но то, что китайцы действительно, как я уже говорил в начале этого стрима, не очень любили преподавать боевые искусства, во-первых, иностранцам, во-вторых, вообще не членам как бы своей общины какой-то, да, своего клана и так далее, да, это факт. В 1919 году Ван Цзепин победил в схватке группу японских дзюдоистов, а в 1921 году подписал контракт на бой с неким американским бойцом Салливаном. Салливан заявил в шанхайской прессе, что тот, кто сумеет нанести ему удар, получит приз $500. Если же удар собьет его с ног, то приз будет удвоен. Увидев Ван Цзепина, Салливан якобы отказался от боя. Ну, вот такая вот история у нас сейчас связана с Чхачуань. И мы немножечко с вами сейчас можем поговорить о каких-то особенностях, может быть, да, этого боевого направления, значит, которого мы сегодня с вами касаемся. В сущности, да, уже говорилось о том, что таньтой является основой Чхачуань. Я уже сказал, что это боевое искусство в основном практиковалось в мусульманской среде, а сегодня оно, естественно, доступно каждому из нас.
И, в общем, материалы по Чхачуань, они не являются ни секретными, ни сакральными, ни какими-то там тайнами и прочее подобное. В общем, такие материалы можно найти, по крайней мере, в англоговорящем, китаеговорящем интернете точно совершенно их можно найти. Ну и на YouTube, собственно, тоже посмотреть. Еще раз напомню, что, например, на том же YouTube вы можете найти это, значит, набрав в поисковой строке Чхачуань, Джа или Чха, или как у нас пишут Ча, Чуань. Да? Еще раз просматриваю то, о чем мы сейчас говорим, да, обращу ваше внимание на то, что здесь работа ведется и руками, и ногами в Чхачуань. И значит, когда мы говорим о работе ногами, это работа на разных уровнях. Мы видим и высокие удары ногами, и прыжковые удары ногами, и подсечки в том числе, и так далее. Я надеюсь, что вы это уже достаточно хорошо рассмотрели. Окей. Теперь я предлагаю, наверное, да, если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, есть что заметить, есть что написать, пожалуйста, тоже пишите, да. И, соответственно, мы можем обсудить в том числе и ваше мнение по этому поводу, и какие-то особенности. Или давайте еще немножечко задержимся на Чхачуань. Вот сейчас мы видим, кстати, достаточно динамичное исполнение, да, значит, достаточно динамичную такую работу бойца Чхачуань. Вот, здесь мы видим, кстати, вот обратите внимание на то, что, значит, в отличие от общепринятого такого мнения, что север Китая не работает в низких шагах, но это вот, как видите, ошибочно, да, значит, уже говорилось о том, что есть ряд боевых направлений, которые являются скорее исключением, да, из этого придуманного, надуманного правила. На самом деле правила тут никакого, конечно, нет, и мы хорошо понимаем, что вот это вот деление на северные и южные школы, оно достаточно условно, и скорее большинство, чем меньшинство боевых направлений Китая, да, работает в низких стойках, как говорят, да, или в низких шагах, например, да, и так далее. И в том числе очень много, значит, на севере Китая у нас школ, которые работают исключительно руками. Вот как раз попозже мы об этом поговорим, когда мы перейдем к Фаньцзи Цюань. Вот Фаньцзи в изначальном своем варианте это работа исключительно руками, да. Вот, а уже позже туда у нас попадает арсенал, связанный какой-то, ну, дополнительный арсенал, который был связан с чжоудзяо, с работой ногами. Кстати, еще раз напомню, что вот Чхачуань это такая же история. Фактически он сформировался из двух как бы отдельных совершенно слоев, из работы руками и из таньтой, из хлещущих ног, так называемых, да. Окей. Вася пишет, а вы в начале стрима рассказывали, что изучал основатель Чхачуань, а то мне исполнение кажется знакомым, но вспомнить не могу. Таньтой, еще раз, одна из основ это таньтой, а другая основа, значит, это типичная работа руками. Кстати, мы подобную работу или похожую работу вот сейчас как раз обсудим, когда перейдем к Фаньцзи Цюань. И вот давайте я, собственно, предлагаю сейчас уже перейти, собственно, к этому боевому направлению. Давайте посмотрим. Значит, вот перед вашими глазами сейчас будут проходить какие-то фрагменты Фаньцзи Цюань. Иногда не очень хорошего качества, иногда качество получше. Но, ребята, это не от меня зависит, как вы понимаете, да? Какое нам качество предлагают, такое мы, собственно, с вами и наблюдаем. Вот обратите внимание, что здесь будет достаточно много и динамичной работы, и нам покажут в том числе и работу такую медленную, да, для того, чтобы мы лучше рассмотрели, чтобы это не было сплошным мельканием перед нашими глазами. Значит, и вот это вот у нас, значит, несколько версий Фаньцзи Цюань мы увидим сегодня. Это будет и версия близкая к Фаньцзи Чжоудзяо, как раз когда у нас в систему работы руками вплетается работа ногами, да. И будет отдельно просто отдельные фрагменты, которые не учитывают работу ногами, где у нас работа руками в основном идет. Вот, кстати, обратите внимание и на то, что уже говорилось несколько раньше, на то, что в Фаньцзи Цюань нередко используют довольно низкие шаги. Опять это связано с чем? С тем, что Фаньцзи Цюань тоже формировался на полях сражений, так же, как и Чхачуань. Вот. И Фаньцзи Цюань в этом смысле, ну, скорее всего, древнее, чем Чхачуань. Вот, и мне кажется, Фаньцзи повлиял в том числе и на рассмотренный ранее нами стиль, так называемый, да, на Чхачуань.
Вот. И обратите внимание, вот эти вот переборы руками, которые мы видим, да, такие вот, они очень напоминают цепные удары Винь Чунь. Я уже неоднократно говорил о том, что Винь Чунь в том числе частично был сформирован под под влиянием Фанзи Чуань, как и многие другие боевые направления. Я уже говорил, что Фанзи вообще повлиял на множество боевых направлений в Китае, традиционного Китая. Но среди тех отрывков, которые мы сегодня с вами посмотрим, наверняка многие узнают, как ни странно, почерк совершенно других боевых направлений. Здесь у нас те, кто, например, практикует карате, много очень увидят, пока еще этого не было, но многие увидят достаточно плотную связь с современным карате, которое вот мы наблюдаем, с типичными достаточно цки, такими как якутские, майта мы увидим и так далее, да, такие вот достаточно типичные для карате вещи, да, мы увидим. Значит, боксеры здесь очень многое увидят, похожее на бокс, значит, и в перемещениях, и в тактике боя, и в действиях руками нередко, да. И вот тот бокс ливерпульский или ируанский, который был таким базовым, да, и которого мы сейчас уже не видим в спорте, конечно, он вымылся полностью, но вот когда-то бокс, как я уже говорил, был вывезен с юго-востока Китая, и вот наверняка те, кто интересуется историей бокса, не говорит о том, что вот современный бокс это прям вершина мастерства, а кто интересуется историей бокса и тем, что когда-то бокс практиковался портовыми рабочими и матросами, и это были в том числе атаки головой, локтями, коленями, да, вот, многие сейчас наверняка вот увидят как раз какие-то пересечения, значит, с боксом. И можно сделать, ну, такой достаточно натянутый, чисто по технике вывод, что Фанзи Чуань как раз, наверное, и был вывезен из Китая и потом стал прообразом или первоначальным каким-то боксом, да, а потом изменился и превратился в то, во что превратился, давайте так скажем. Вот, окей. Так, Вася Васин пишет, как каратист в прошлом, подтверждаю ваши слова о схожести с карате. Да, совершенно верно, и вы еще очень много увидите похожего на карате, несколько позже, вот прям, знаете, многие вещи будут прям чуть ли не один в один. Вот. Как видите, в Фанзи Чуане используются и прыжковые удары, причем не ногами. Да? Вот в нашем понимании прыжковые удары в основном связаны с атаками ногами, но вот Фанзи Чуань использует прыжки с атаками руками. Да? Такая интересная особенность. Вот мы, значит, когда говорили с вами о Лао Фэн Чуань, помните, я говорил, что Лао Фэн строится в качестве базы, имеет как раз Фанзи Чуань. Мы там используем в том числе прыжковые удары с атаками руками. Окей. И да, и мы наблюдаем здесь в том числе, как я уже говорил, в том числе наблюдаем и высокие, и средние, и низкие шаги. Да? С чем это связано? С тем, что Фанзи Чуань это боевое направление, которое было боевым, не спортивным. И там учитывалась не вот такая коротенькая рамочка, там какая-то, куда можно бить, масса зон на теле, куда нельзя. Да? Вот Фанзи Чуань эта история наоборот. Везде можно бить, можно атаковать в любую совершенно область, в том числе руками атаковались и ноги противника. Да? Поэтому мы вот нередко видим и защиты на нижнем уровне, и в нижних шагах, и атаки на нижнем уровне тоже, и в низких шагах. Кстати, кому интересно, у нас на канале где-то давно-давно был давний какой-то бесплатный урок Фанзи Чуань. Там очень маленький аспект, прям узенький аспект Фанзи рассматривался. Там были рассмотрены отдельные защиты и атаки, связанные с запястьем. Да? Попозже мы, кстати, увидим какой-то ряд рабочих поверхностей, которые используются в Фанзи Чуане. Это не только кулак. Кстати, да, должен заметить, что Фанзи Чуань, да, действительно, это одно из немногих традиционных китайских боевых искусств, где используется торец кулака, вот типичный, достаточно привычный европейцу, да. Вот, потому что очень большое количество боевых искусств в Китае используют разные другие рабочие поверхности, которые ничем не хуже, чем кулак. И область применения кулака, как вы знаете, достаточно узкая все-таки. Да? Ну вот, поэтому как раз в Фанзи Чуань, например, используются и другие поверхности рабочие. Вы попозже это увидите. Да? Там у нас и ладони, и пальцы используются для атак и защиты, запястья используются и так далее.
Вот. Ну, давайте я сейчас немного зачитаю снова того, что пишет Алексей Маслов в книге «Боевая добродетель». Да? Да, и, кстати, прежде чем я это начну делать, еще раз хочу напомнить, что Фанзи-чуань – это боевое искусство, которое является преемником Сины-чуань. Вот мы на прошлом стриме рассматривали с вами Сины, в том числе, да, который является как бы отцом Фанзи-чуань, но те, кто присутствовал на прошлом стриме, или те, кто хочет перейти в папку стримы или в плейлист стилей и направлений боевых искусств, вы туда можете перейти, посмотреть предыдущие видео, связанные с Синой, да, и кто-то из вас, может быть, найдет что-то общее между Фанзи-чуань и Сины-чуань, но большинство скажет, что это совершенно не похожие на сегодняшний день боевые направления. Да, действительно, Фанзи-чуань поддерживает именно формат, который выражен в его названии, а именно вращение кулаками или вращающийся кулак. Мы здесь видим не только прямолинейные атаки. Они, конечно, тоже присутствуют в Фанзи-чуань, и они очень разнообразны, в том числе вот такие, которые вот сейчас вот мы видели. Но в Фанзи-чуань очень много амплитудных действий, диагональных, вертикальных, горизонтальных, там любых совершенно. И они служат не только для атак, как может показаться, но и для защиты. Вот, кстати, сейчас нам демонстрируют различные рабочие поверхности. Далеко не все, которые используются в Фанзи-чуань, но, тем не менее, какие-то рабочие поверхности вы сейчас можете увидеть. Да? Как я уже говорил, в Фанзи-чуань используются разные формы кисти и разные, например, отделы кулака, разные его грани. Да? Окей, давайте я пока зачитаю то, что я хотел зачитать. Да, ребят, еще раз простите. Значит, я уже сказал, что генезис Фанзи-чуань примерно такой. Сины, потом у нас на его базе создается Фанзи-чуань, потом на базе Фанзи-чуань создается Инджао Фанзи, и позже возникает Инджао Чуань, который всем очень хорошо известен. Вот, кстати, что интересно, Фанзи-чуань действительно является базой для создания и преображения множества боевых искусств, но сам по себе Фанзи менее даже известен, наверное, чем Чха-чуань, о котором мы сейчас с вами недавно вот говорили как раз, да? Вот. А Инджао Чуань вообще мировую известность уже получила, это боевое искусство, а его как бы дедушка, такой как Фанзи-чуань, вот менее известен. Хотя не является менее эффективным, он достаточно эффективное боевое направление, именно поэтому оно было впитано многими другими боевыми искусствами. Да? Окей. Во время грандиозного восстания тайпинов в 50-х годах 19 века основными стилями восставших стали именно Фанзи-чуань и Чжоудяо. А после поражения разбежавшиеся повстанцы стали распространять стиль в тайных обществах в провинции Хэбэй. Так соединялись стили Чжоудяо и Фанзи-чуань. Да, действительно, одно из ответвлений Фанзи является вот Чжоудяо Фанзи, да? О котором мы с вами уже говорили. Это когда у нас работа руками еще перемежается с активной работой ногами, жесткой достаточно. Да? И кому интересно такое боевое направление, как Чжоудяо, или кому интересно Чжоудяо Фанзи, да, перейдите, еще раз вас адресую, к стилям и направлениям боевых искусств на нашем канале. И там вы найдете, соответственно, эти боевые искусства, можете о них послушать, посмотреть и так далее. Окей. Да, и еще раз напомню, что вот Фанзи-чуань это тоже одно из боевых искусств, которое формировалось в том числе в достаточно суровых баталиях во время вот восстаний различных и так далее. Вот сейчас мы говорим о восстании 50-х годов 19 века, но на самом деле Фанзи, как я уже сказал, имеет многовековую историю, и им пользовались очень многие бойцы, от легендарных бандитов до таких романтических повстанцев, да? Окей. Значит, Фанзи-чуань переводится как крутящийся кулак, или вращение кулаками, или вращение кулаком, или вращающийся кулак и так далее, и так далее. Значит, а также он назывался еще 8 вращений Башань-фань. Но более известно вот такое название, как Фанзи, да, не Башань, а Фанзи. Окей. Такое название происходило от многочисленных вращений руками, быстрой смены уровня атаки.
в результате чего удары сыпались, как мелкий дождик в осеннее ненастье. Так пишет у нас Алексей Маслов. Да? Традиция утверждала, что этот стиль восходит к самому Тиди Куану, который в своем трактате «Новая книга о заслугах в воинском деле» упоминал, что Башань Фани Шэр Туань также является лучшим из лучших стилей. Вот еще раз напомню, боец, известный достаточно, да, в своей книге упоминает о Фан Цзюань как о лучшем из лучших. Да. Фан Цзюань в том виде, в каком он известен сегодня, вышел из школы, руководимой неким Хан Лума в провинции Хэбэй. Затем центр Фан Цзюань переместился в школу его ученика Дуньше, преподававшего одновременно и другой старый стиль Чжоудяо. Этот гибрид Фан Цзюань Чжоудяо дальше начал преподавать один из самых известных мастеров нового времени Сюй Таонэн. Неподалеку от Лояна он открыл крупную школу, которая соперничала славой даже со знаменитым Шаолиньским монастырем. Да, вот это вот важный момент, на котором я хотел бы сейчас еще немножечко остановиться. Всем известен Шаолинь, и Шаолинь стал таким, как я уже говорил, аттракционом, значит, в Китае, благодаря Шаолинь, которого уже не существует ни этого монастыря, ни этого боевого направления, а существует большое количество, значит, школ вокруг исторического места вот этого, да, и тем не менее Шаолинь — это такой бренд уже. Даже известный вот этот вот Шаолинский театр, да, значит, ездит по миру, дает какие-то представления и так далее. И мы вот благодаря этой раскрутке, благодаря таким фильмам с участием Джета Ли, как Шаолинь, как «Конец Шаолиня», я не помню там, как это все называлось, вот, благодаря им мы, собственно, и знаем о Шаолине. Если бы не эти фильмы, если бы не вот эта раскрутка, ничего бы не знали уже, не особо мы размышляли бы о Шаолине, и у нас не было бы такого количества замечательных мастеров шаолиньского кулака, да, и так далее. И, как видите, вот Фан Цзюань, собственно, школы Фан Цзюань соперничали в славе с вот этим вот раскрученным на сегодняшний день Шаолиньским монастырем. Так что, когда вы слышите о Шаолине, когда вы, значит, вам предлагается, значит, посмотреть на волшебство шаолиньских мастеров, ребят, вспоминайте о Фан Цзюань, который ничем не хуже, ничем не уступал этим шаолиньским боевым направлениям и так далее. Просто не было такой брендированной раскрутки, которую мы сейчас наблюдаем. Вот, кстати, сейчас вот кадры проходят перед вашими глазами, в которых многие каратэки узнают то, что они практикуют в том числе. Да, вот так, вот эта часть Фан Цзюань в том числе. Да, обратите внимание. Окей. Давайте я дальше почитаю. Стиль отличали резкие короткие атаки, низкие стойки, постоянная работа корпусом, удары по болевым точкам. Вот снова хочу остановиться на этом, да, и заметить, еще раз хочу заметить, что несмотря на то, что Фан Цзюань использует целый ряд рабочих поверхностей, не только торец кулака, о котором мы сейчас говорим, да, но и разные другие рабочие поверхности, часть из которых вы уже наблюдали, значит, на своих экранах. Другую часть там, ну, я не знаю, я могу перечислить, это еще и локти, и колени, в том числе работа тазом, головой, это работа запястьем, различные формы работы пальцами и так далее. Ну, в общем, сейчас не будем об этом. Часть, значит, все-таки вы уже увидели даже этих рабочих поверхностей. Предплечья, кстати, используются активно, там плечи и так далее, да, Фан Цзюань. Еще раз, для атак и для защиты все это используется. Вот, но, значит, секундочку. Значит, да, по поводу использования кулака. Я несколько раньше сказал уже, что, собственно, зон, которые можно поразить кулаком на теле, не так уж много. Нет, ну понятно, что кулаком можно молотить по всему телу, особенно если у вас противник связан волшебно, да. Но в сущности это все просто такое достаточно неловкое кулачение, которое, в общем, ни к чему особенному не приводит. Да? Ни к чему не приводит, я не имею в виду, что кулаком нельзя нанести серьезных увечий. Можно, конечно. Но, как мы видим, например, из спорта, использование кулака – это такая достаточно невинная затея, чаще всего за исключением тех использований, которые характерны именно для боевых искусств, для боевых направлений, а не для околобоевых, постбоевых, спортивных и так далее. Да? То есть, если в спорте мы видим достаточно невинное использование кулака, несмотря на какие-то рассечения, там, фингалы под глазом и прочее, это достаточно смешные вещи, это переломы ребер, которые, в принципе, ничего не значат, да?
Вот. На самом деле, действительно, кулак такая штука, которая не очень хорошо помещается в разные отдельные специальные участки тела, которые влияют на жизнь и здоровье вашего противника. Поэтому, вот, например, Фан Цзюань, как здесь вот было сказано Алексеем Масловым, действительно практикует такие атаки, например, в такие зоны тела, которые действительно влияют на дальнейшую жизнь и здоровье вашего противника. Да? То есть это такие неспортивные совершенно вещи, да, и значит, атаки кулаком в данном случае они получают совершенно другое звучание, чем в спорте. Вот, и они действительно выводят из строя ваших противников. Да? Такая история. Так, одну секундочку. Слушайте, я пропустил массу ваших комментариев. Одну секунду, сейчас все зачитаю. Так, Виктор пишет, здесь видно характерные связи в атаках верхнего и нижнего сектора. Все связано одним импульсом и плотным напором на противника. Совершенно верно, Виктор, я полностью с тобой согласен, так и есть. Действительно, для Фан Цзюань в том числе характерно использование одного набора импульса для ряда действий. Да? То есть не нужна нам перезарядка какая-то, не нужно ударить, остановиться. Да? Все выполняется на одном бесконечном движении, не прекращающемся движении, да? Благодаря одному только набору импульса. Да? Вот такая характерная особенность связана с Фан Цзюань. И в дальнейшем, когда Фан Цзю попадает в целый ряд других боевых направлений, эта характерная особенность распространяется и на эти боевые направления тоже. Да? Дальше Виктор пишет, в этом видна огромная разница и большое преимущество перед спортивными направлениями. Полностью согласен, да. Так, Анатолий пишет, приходилось ли вам слышать что-нибудь о кульсанате, уйгурском боевом искусстве? Нет, к сожалению, прошу прощения, наверное, я не знаком с этим боевым направлением, практиковавшимся на территории бывшего СССР в Узбекистане. Нет, извините, Анатолий, не знаю об этом. Я обязательно поищу что-нибудь в сети. Мне самому интересно несколько расширить свой кругозор. Окей. Васин пишет. Кстати, о Шаолинь Цюань. Как вы думаете, есть ли направление наиболее близкое к шаолиньскому стилю? Да, их можно перечислять в некоем большом количестве. Значит, когда мы говорили о уданских боевых направлениях, помните? Мы говорили как раз о том, что они географически близки, да, Удан и Шаолинь географически близки, и, соответственно, они близки технически, именно благодаря вот этой вот близости географической, да. Это, во-первых. Так что, когда мы говорим о уданских боевых направлениях, мы вспоминаем о Шаолинь, а когда мы говорим о шаолиньских боевых направлениях, мы вспоминаем о Удане, да. Это, во-первых. Во-вторых, если помните, я говорил уже, что Пайхэ первоначально формируется на севере Китая, именно в Шаолинь он формируется и потом попадает в южные части Китая и, соответственно, трансформируется, он постепенно разделяется на Винчунь, как мы его знаем, и на Пайхэ-Чуань, как мы его знаем. И в этом смысле и то, и другое можно назвать где-то технически близким к шаолиньским боевым направлениям. Значит, когда мы говорим о Фан Цзюань, да, опять географическая близость того и другого говорит нам о том, что, значит, сейчас давайте я еще раз запущу, прошу прощения, сейчас. Значит, когда мы говорим о Фан Цзюань, мы все равно тоже вспоминаем о Шаолине и наоборот. Да? Дело в том, что Шаолинь – это не какая-то устойчивая традиция, как вот принято говорить. Это все, ребят, не очень правильно. Шаолинь – это был обычный буддийский монастырь, достаточно обычный, который впитывал в себя знания окружающего мира, в том числе и боевые искусства, которые формировались примерно в этих областях. Они в том числе влияли и на шаолиньские боевые направления, меняли их и так далее. Ну, например, не знаю, многие ли знают о том, что Тануанпай, да, или Тануаншань, кулак богомола, так называемый, который практиковался в разных частях Китая, и на самом деле это были не связанные между собой первоначально направления, которые имели одно и то же примерно название. Так вот, в том числе в Шаолине стала формироваться одна из ветвей Тануан-Шуань, и несмотря на то, что она не является классической для Шаолинь-Шуань, тем не менее, эта ветвь, да, формируется в Шаолине, тем не менее, да, потому что туда попадает один из мастеров Тануан и оставляет свое наследие там, да.
скажем, и так далее. То есть, в принципе, когда мы говорим о боевых искусствах, о различных, да, мы можем вспомнить в том числе о Шаолинь, о связях с ним, о том, что Шаолинь занял очень много боевых практик из внешнего мира, ну и отдал, конечно, внешним боевым практикам немало тоже, да. Окей, но его влияние, ребят, я еще раз хочу напомнить, влияние Шаолинь, боевого направления, да, Шаолинь Чуань, на боевые искусства Китая не так сильно, как его раздувают. Все-таки это бренд больше, чем какое-то влияние. На боевые искусства на китайские повлияли многие другие боевые направления в большей степени, такие как Пхигуа, такие как Фанзи Чуань, о котором мы сегодня говорим, как Ча Чуань, о котором мы говорили сегодня, как там еще какие-то боевые направления, о которых мы уже не раз говорили с вами и так далее, да, как Чжоджао, как Тантуй, там, например, и так далее, да. То есть в этом смысле влияние Шаолиня еще раз переоценено скорее, вот, чем недооценено. Ну окей, давайте дальше. Так, Вавантиал пишет: Стас, привет, привет, Володь. Я считаю, что Инджао Чуань совсем не боевой стиль, а спортивный, подражательный. Корни боевого вушу сохранил Инджао Фанзи, который мало похож на модернизированный Инджао Чуань. Вов, ты знаешь, я не могу с тобой не согласиться, во многом ты прав. И еще раз я хочу сказать о, с одной стороны, позитивном, с другой стороны, отрицательном влиянии Китайской академии Вушу. Значит, Вушу Таолу, которая проходит через фильтрацию такую, через фильтр Китайской академии Вушу, действительно очень обедняет боевыми, очень вымывает боевые техники из тех или иных боевых искусств, которые представлены на Вушу Таолу, и в то же время слишком обогащается, значит, вот эти вот стили, проходя через этот фильтр Китайской академии Вушу, эти стили слишком обогащаются какими-то хореографическими буквально номерами и такими акробатическими номерами и так далее, да, которые не существовали, которые не входили в состав реальных боевых искусств. В этом смысле, Вов, я с тобой совершенно согласен, с одной стороны, но с другой стороны, ребят, реально, если вы обратитесь к истории Инджао Чуань, а у нас на канале, кстати говоря, это боевое искусство тоже рассматривается, кому интересно, переходите на плейлист стилей и направления боевых искусств, там вы найдете Инджао Чуань в том числе, да, вот, так вот, Инджао Чуань в своем нормальном боевом виде не утратил своей боевой и прикладной, своего прикладного и боевого значения, да, также является все-таки боевым искусством. Вот. Но, к сожалению, то, с чем мы чаще всего знакомимся, это Вушу Таолу, это уже переработанные такие боевые направления, которые перестают быть боевыми. Да? Вот смотрите, что происходит вообще с боевыми искусствами. Значит, создается некое боевое искусство, формируется, все оно боевое по-настоящему. Вот, потом оно попадает в спорт в том или ином виде, например, в качестве Вушу Таолу или в качестве отдельного спортивного направления, как это было с Кёкушин, например, да, ну, допустим, просто. И приходится поэтому оттуда вымывать все наиболее жесткое, все наиболее такое, как бы сказать, угрожающее, да. Остаются такие невинные, относительно, конечно, невинные вещи. Также у нас было из тэквондо, из карате и так далее, да. Ребята, которые занимаются карате достаточно уверенно и долго, которым интересна не спортивная какая-то составляющая карате, а его изначальная боевая прикладная часть, да, те ребята, конечно, видят эту огромную разницу между вот этими узенькими совсем возможностями спортивного карате, да, и широчайшими возможностями карате боевого все-таки, да. Большая разница здесь. Ну вот то же самое мы наблюдаем и в мире традиционных китайских боевых искусств, когда у нас либо это вымывается благодаря спорту, вот эта вот прикладная боевая практика, либо она вымывается благодаря тому, что то или иное боевое искусство уходит всего лишь в один из своих разделов. Например, в Мэйгун, да, и Тайдичуань, и Багуа, и там Сины, например, да, утрачивают свою прикладную боевую какую-то часть, свой прикладной аспект, и остаются какими-то достаточно невинными гимнастическими и оздоровительными какими-то направлениями, к сожалению, да, например.
Окей, Вася Васин пишет, но я спорить не буду о влиянии Шаолинь на китайские боевые искусства, я не эксперт в этом, я больше японец по техникам и месту жительства. Окей, супер. Да, давайте я еще немножечко значит, прочту, что о Фан Цзючуань пишет Алексей Маслов, да. Значит, так, одну секундочку. Вскоре Фан Цзючуань стал одним из самых популярных стилей в Хэбэе и Хэнане. Немало мастеров использовали Фан Цзючуань в качестве составной части своей школы, сочетая его с другими стилями. Да, ребят, вот я уже говорил неоднократно, что Фан Цзючуань действительно не просто влился в ряд боевых направлений, повлиял на них очень сильно и так далее, в качестве базовой основы даже какой-то вошел в ряд боевых направлений, да. Но Фан Цзючуань оказался настолько гибким боевым направлением, настолько легко слепляющимся с другими боевыми искусствами, да, что на сегодняшний день, просматривая те или иные боевые направления, мы прям точно видим, вот, ну смотрите, ну вот это вот прям Фанзи, да, такая вот история. Так начали совместно преподаваться Фан Цзючуань и одно из направлений стиля Богомола, 9 приемов Богомола Танван Чушоу. После Синьхайской революции 1911 года Фан Цзючуань слился со стилями Чжоу и Пико Цзюань, а благодаря известному мастеру-мусульманину Ма Фаньту распространился по всему северо-западу Китая. Одновременно на основе слияния кулака Ян Циня, позже перешедшего в кулак потерянного следа Мидзун Чуань, помните, мы говорили уже об этом боевом направлении, да? И, значит, в кулак потерянного следа и Фан Цзючуань сформировался необычный стиль Ян Цинь Фанзи. Ян Цинь Фанзи, кстати, я еще не упоминал, вот обратите внимание, что еще одно боевое искусство фактически включает в себя и название, и технический арсенал Фан Цзючуань, да? В районе Тяньцзина распространился крутящийся кулак когтей орла Инджао Фанзи. С ростом школ Фан Цзючуань наметились и основные различия между направлениями этого стиля в разных провинциях. Например, на северо-западе под воздействием целого комплекса стилей, объединенных общим названием Тунбэй Чуань, в Фан Цзючуань стали активно использовать мягкие покачивающиеся движения поясницей при выбросе силы. Северо-восточное направление делало больший упор на жесткую упругую силу. С приходом в Тунбэй Чуань формы Пи Го Чуань несколько изменились. Движения стали более мощными и широкими, прибавились резкие выдохи в момент удара, появилось немало вращений руками и передергиваний корпусом. Они пришли из Фан Цзючуань. Да, вот мы видим, как между собой те или иные боевые искусства обмениваются какой-то технической базой, техническим арсеналом, да, как они между собой перемешиваются, но не становятся одним и тем же. Вот мы, когда смотрим на современные спортивные единоборства, да, мы видим практически одно и то же. Смотрим мы тэквондо, смотрим мы карате спортивное, то или иное, за исключением кёкушин, да, например. Смотрим мы еще какие-то такие вот, явно единоборства, да, мы видим практически одно и то же, за редким исключением. Вот. Боевые искусства, о которых сейчас идет речь, это боевые искусства, которые не превратились в одно и то же, они остались разными, они сильно различаются, их почерк сильно различается. Кто наблюдал за стримами о тех или иных боевых искусствах, кто просматривал плейлист, о котором я уже говорил, нашего канала «Стили и направления боевых искусств», те сразу уже определяют разницу между тем или иным боевым направлением. Да? И вот перечисленные сейчас, такие как Тунбэй, Пиго и Фанзи, они так и остались все-таки совершенно различающимися, несмотря на то, что обменялись целым рядом технических каких-то своих особенностей. Так, в отличие от ряда предыдущих стилей, кулак когтей орла Инджао Чуань изначально носил исключительно прикладной характер. Он вышел из известного стиля вращающийся кулак Фан Цзючуань. А тот, в том числе, был тесно связан с Синой Чуань, о чем говорилось несколько раньше. Таким образом, ряд внутренних принципов Сины Чуань через несколько поколений проявился в кулаке когтей орла. Из крутящегося кулака сюда пришли многочисленные вращения руками и телом, перескоки с ноги на ногу, быстрые переборы руками. Вот. Я думаю, что этого пока достаточно из книги «Боевая добродетель» Алексея Маслова. Да? И мы сейчас можем просто немножечко поговорить о тех фрагментах, которые мы сейчас наблюдаем на наших экранах, да, о техническом каком-то арсенале Фан Цзючуань. Так, одну секунду.
Вася Васин пишет, если честно, то мне не нравится вот эта тенденция превращать боевые искусства в спорт. Рискну предположить, что это делается в целях популяризации. Конечно, да. Это, ну, ребята, а вот зачем нужна популяризация? Сразу вопрос, да? Главный вопрос популярности того или иного продукта или услуги – это деньги. То есть на самом деле, глядя еще дальше немножечко, мы видим, что за популяризацией у нас скрывается коммерциализация. Да? И, собственно, как результат этой коммерциализации мы наблюдаем вот этот вот тренд такой, когда у нас некоторые доверчивые группы граждан едут в Китай, оставляют там достаточно большие деньги, ну, как бы участь боевым искусством. Но я еще раз, ребят, напомню, что ни за неделю, ни за месяц, ни даже за год вы, конечно, боевое искусство как следует не освоите. И, как я уже говорил, можно, конечно, ехать в Китай за боевым искусством, но лучше, когда Китай приезжает к вам, да? Как это, значит, было, например, в моем случае, и как это было в случае многих других бойцов, которые обучались у носителей того или иного боевого искусства, но при этом не выезжая куда-то на короткое время, а занимаясь в течение ряда лет у своего учителя там, и так далее. Так, Вован пишет, Стас, есть ли обратная тенденция влияния китайского вушу на технику спортивных единоборств? Есть видео, где китайские мастера тренируют пигуа-боксера. Были идеи привнести фанзы в современный бокс. Да, совершенно верно, Вов, я согласен с тобой полностью, есть такое влияние, действительно, и, ну, там бог с ним, туда вряд ли что-то можно впихнуть, кроме того, что уже впихнули, слишком узенькие рамочки, конечно, у бокса, вот, и его боевая составляющая, как мы уже говорим, осталась в далеком прошлом, но, значит, когда мы говорим, например, о бойцах ММА, мы нередко видим, как они обращаются к тем или иным китайским именно боевым направлениям, да, как наиболее глубоким, наиболее жестким, наиболее таким прикладным, но берут оттуда, конечно, не боевое искусство, а отдельные его элементы. И в этом смысле ММА, конечно, ну, ясно обречен, так сказать, на фейл, на провал, просто потому что, значит, те рамки узкие достаточно ММА, рамки правил, значит, рамки проведения боев, рамки использования экипировки, да, они не позволяют проявиться там боевому аспекту боевых же искусств. Да, и в этом смысле вот эта тенденция занимания чего-то из боевых искусств, она, ну, как бы и не очень рабочей все равно остается. Хотя, да, она существует действительно. Вот. В принципе, конечно, благодаря современному Кёкушин, который смог прям продавить Олимпийский комитет, там, да, вот эти вот все дела, и, значит, сделать Кёкушин спортивным, обрезав его до 90%, да, еще раз, ребят, кому интересны корни Кёкушин, обратитесь к книгам хотя бы Аяма, и вы увидите, что тот Кёкушин спортивный, который мы сегодня наблюдаем, ну, очень сильно отличается от того Кёкушина, который Аяма и Раяма вместе создавали когда-то, да. То же самое касается и современного карате спортивного, да, даже достаточно обратиться, пусть даже к классике Шотокана, и мы увидим, какая разница между спортивным карате, вот этим вот современным, да, и даже Шотоканом, не говоря о разнице с окинавскими направлениями, да, карате, которые являлись настоящим карате, да, ну и так далее. Окей. Так, да, давайте, братцы, вернемся немножечко к Фан Цзюань. Мне еще есть что сказать по этому поводу. Значит, я уже говорил, что я как раз практиковал Фан Цзюань, и его основа заложена, как я уже говорил, вернее, его влияние очень широко, очень сильно на другие боевые направления. И благодаря моему учителю я и мои, как это сказать, соученики, да, мы ознакомились с рядом других боевых направлений, значит, на которые повлиял Фан Цзюань в том числе. Да. Я уже говорил, что мы, значит, проходили целую череду тренировок, связанных с Хучуань, с кулаком тигра, Лончуань, кулаком дракона, с Пайхэ, кулаком белого журавля, Пайхэ Чуань. Мы проходили через Винчун. У нас, кстати, был один боец, достаточно взрослый. Ну, не в моей группе, там у нас подростковая группа, как бы такая была, маленькая, кулуарная.
вот, а была группа, которая занималась у носителя боевого искусства, у носителя Фан Цзюань из Китая. Вот, и, значит, в том числе там был один боец, я его хорошо помню, который практиковал винчунь исключительно, вот как раз винчунь Гуао, да, о котором я постоянно веду речи, и курс которого достаточно обширный я проходил, в том числе у своего учителя, и практиковался еще с этим бойцом, о котором я сейчас говорю, да. И я уже говорил, что Гуао очень сильно отличается от импановского винчунь, и является именно Гулао на самом деле, ребят, братцы, является вообще-то классикой винчунь, да, а не ипмановское направление. Но на сегодняшний день ипмановское направление гораздо шире известно, гораздо популярнее, и его уже соотносят с классикой, хотя исторически, ребят, это не совсем так. Вася Васин пишет, да, для того, чтобы увидеть отличие современного Кёкушина от Кёкушина Аямы, достаточно посмотреть на видео с самим Аямой, и уже там видны отличия, да, согласен совершенно. Да. Вот, и возвращаясь к теме Фан Цзюань, еще раз хочу напомнить, что вот сейчас, вот, кстати, мы просматриваем очень медленное, да, это замедленное исполнение, значит, действия Фанзи, обратите внимание. Да, кстати, должен заметить, что в школах Фан Цзюань, значит, тоже есть ряд школ, большинство школ поддерживает Тао, но есть школы, в которых Тао не практикуются, да. Значит, поэтому вот Фан Цзюань, значит, относится к тем немногим, наверное, боевым искусствам, но все-таки к тем боевым искусствам, в которых в том числе значит, могут не поддерживаться Тао, да, это тоже некий важный момент такой. Окей. Да, и, кстати, вот обратите внимание на некоторые положения бойцов, они, ну, иногда довольно сильно напоминают, например, положение бойцов, не бойцов, вернее, а боксеров. Ирландских старых боксеров и ливерпульских, да, тоже обратите внимание на это. Вот еще одно такое техническое, еще один технический такой момент, который позволяет предположить, что именно Фанзи лежал в основе тогдашнего бокса, старого бокса, да. Ну или какое-то боевое направление, вывезенное из Китая, которое в том числе в себе содержало Фан Цзюань. Вася Васин пишет. А насчет боевого штакана. Мне вспоминается знаменитое видео с учеником Накаямы, где показалось техники в различных боевых ситуациях. И против группы, и против вооруженного, и в сидячем положении. В современном карате я такого толком не видел. Да, конечно. Конечно, я тоже припоминаю черно-белый. Я не помню, с Накаямой или, ну, наверное, да, с ним. Черно-белые, да, такие видео, где действительно демонстрируются возможности карате в том или ином, сказать, применении и так далее. Хорошие, кстати, по тем временам промоциональные такие видео, ну как это, для продвижения такие, да, которые бустят карате. Вот, да, возвращаемся к Фан Цзюань. Значит, сейчас вот мы наблюдали медленное достаточно исполнение отдельных технических элементов, в том числе Фанзи, да. Обратили внимание на то, что, как я уже сказал, используются разные рабочие поверхности, используются различные траектории нанесения атакующих и защитных действий. Наверняка люди, далекие от боевых искусств, сейчас давайте переключусь, люди, далекие от боевых искусств, наверняка увидели в основном атакующие действия, да, не обращая внимания на защитные, но тем не менее Фан Цзюань содержит в себе массу защитных действий, неотличимых визуально или почти неотличимых визуально от атакующих действий. Что интересно. Так что, может быть, половина тех действий, которые вы наблюдали, половина была защитного характера, например, или одновременно синхронно защитного атакующего характера. Значит, теперь по поводу еще Фан Цзюаня и увиденных каких-то фрагментов. Вы видели и замедленное воспроизведение, и достаточно активную такую работу, динамичную работу. Да, обратили внимание на то, что Фанзи содержит в себе, я еще раз напомню, то, что мы сегодня в винчунь называем цепными ударами, например, да, такую активную достаточно работу руками и кулаками, например, прямыми кулаками, прямые удары кулаками, которые мы наблюдаем нередко в тренировочной и прикладной какой-то деятельности современных каратек, ну и так далее, да. И опять хочу еще раз напомнить тоже, что первоначально Фан Цзюань это было боевое искусство, которое использовало исключительно руки, за редким исключением еще использовались, конечно, колено, таз, как я уже говорил, да, но вот стопа, ну, как-то не особо использовалась, и
что интересно, вот бокс, о котором я говорю, тот старый бокс, он также точно содержал такие же точно действия руками, локтями, коленями, да, ну вот такого рода примерно, да. Потом это все вымывается, пропадает, у нас запрещают тотализаторы в Европе, ну конкретно в Британии и в Ирландии запрещают тотализаторы, запрещают вообще даже преподавание и применение, да чуть ли не применение бокса, загоняют бокс уже в узкие рамки, специальные клубы какие-то создаются, боксерские и так далее. И все, и у нас бокс пропадает, и с ним вместе пропадает его прикладной аспект, боевой аспект. Да? Ну вот фанзичуань – это боевое направление, в котором, как мы видим, достаточно много таких прогрессивных вещей, которые сейчас вот современному европейцу трудно себе представить, когда атаки, например, руками производятся там в голень, скажем, в стопу, как ни странно, в коленную чашечку, в бедра, в паховую область, значит, в различные участки тела, которые запрещены в спорте, в горло, в основание черепа, в различные мышечные группы на руках и ногах, в сухожилия в том числе, да, ну и так далее, и так далее. То есть в этом смысле вот это вот смешные вот эти вот дела, как там выбитый зуб, фингал под глазом или сломанное ребро, фанзичуань, это просто ничто, это не считается ничем существенным вовсе просто. Вот. Для фанзичуань все-таки основной целью является, ну согласитесь, выведение противника или противников из строя. Что интересно, фанзичуань, так же как и многие боевые искусства, вообще изначально включает в себя и такие разделы, как нэйгун, о котором мы говорили уже несколько раньше, и такие разделы, как работа против вооруженного противника, и бойцы фанзи действительно неоднократно, в том числе в баталиях, сражались против вооруженных же противников. Работа фанзичуань, рукопашная работа, она очень похожа на работу парными какими-то, как это сказать, парными видами оружия. И в этом смысле бойцы фанзи могли очень легко использовать различные виды оружия, и парного, и одинарного, такие как копья или алебарда. Вот если помните, мы уже с вами говорили о том, что в основе сины, ну считается, что в основе сины чуань является, основой сины чуань является методика работы копьем. Но в этом смысле я бы сказал, что, наверное, ну так притянуто достаточно, наверное, основой работы фанзичуань можно предположить в качестве такой основы работа или парными мечами, или алебардой, например, да, где используются и круговые такие амплитудные действия, и прямые прокалывающие действия. Да. То есть в этом смысле вот бойцы фанзи, они обладали тоже возможностью, практически не перестраиваясь, использовать различные виды оружия, традиционного оружия в том числе. Да? Вася Васин пишет, в целом фанзичуань, надеюсь, правильно написал, совершенно, почти правильно, ц, там дз иероглиф, который у нас пишется ц, з, и, такая плохая очень транскрипция на русский язык существует, ну, как и на европейские языки, тоже очень плохая транскрипция, там звук дз, дз. Лучше было бы его передать не ЦЗ, а ДЗ. Да? Вот обычно дз мы как раз получаем звук, когда читаем дз. Вот. Но у нас пишут ц, ЦЗ, и. Вот так вот. Значит, фанзичуань. Кстати, слово чуань, которое мы вот так вот произносим, чуань, оно тоже неправильное. Значит, дело в том, давайте уже так немножко о китайском языке тогда поговорим. Вообще чуань. Это там не а вообще-то звучит, ну такое условное вот, и это во-первых. Во-вторых, первый звук не ц, вот этот вот чу, как-то вот мы пишем там чуань почему-то, да, это неправильно вообще, это еще раз плохая транскрипция, там звук ц такой вот, который на европейские языки переводят сочетанием ch, и это тоже неправильно, то есть там не ч. Для китайца вообще существует 3 разных звука, которые для нас ну, где-то сливаются. Есть звук ч, который обычно пишут как ч. Вот когда мы говорили с вами о ча-чуань, там, да, вот это вот, там ча-чуань. Вот. Есть звук ц, такой вот, и есть звук ч, ну, поближе немножко к че, там, условно говоря, да, и если первый ч
передается J такой буквой, да, это совершенно неправильно. И все читают G, это неправильно, ребят, это читается Т. Для китайца просто Д и Т одно и то же. Это для нас это разные звуки, а для него это более звонкое или более глухое один и тот же звук. И Т, вот такой вот звук еще, который передается буквой Q. И когда мы читаем на китайском, там, латинизированном китайском, например, Чжэнь, вот это вот, там первая буква Q, такая вот идет латинская, она читается не как Кв, как-то, как в английском, например, она читается как Ч. Вот. И на европейские языки обычно там ее заменяют на Ч, на CH, такое сочетание, да, то есть на самом деле транскрипции китайский язык не очень передашь, честно говоря, это вот такая нелепая канитель. Окей, это вот про Фанзишуань там я немножечко рассказал про то, как пишется, слышится и там еще произносится. Вася Васин пишет, то есть правильно звук «дз» произносить. Да, в данном случае, когда мы говорим «дз», вот это вот «фан-дз», или там «че-дз», там, например, или там, я не знаю, «ван-дз», там, да, вот это вот «дз», которое говорит о том, что это слово является существительным, да, большинство слов в китайском языке, ну, конкретно в мандаринском наречии, которое является официальным для Китая, для всего, там окончание «дз» означает, что это предмет существительный, да, там чэйдзо, например, там линейка, или там, я не знаю, вот ванзо, о котором я сказал, комната, там, например, или фанзо, там и так далее, да, ну вот такие вот вещи, это значит, что это просто существительное. Вот «дзо» в данном случае, такой простенький иероглиф, он как раз вот читается как «дз», там «дз» звучит, да, действительно. Теперь понятно, почему японцы также в своем языке используют похожий звук. Да, совершенно верно. Японский язык формируется отдельно. Конечно, он не очень похож на китайский, несмотря на то, что они используют китайские иероглифы, действительно. Вот. Но он формируется отдельно, он формируется, ну, скорее всего, под влиянием Кореи и местного населения айнов там, да. Поэтому получается такой вот интересный японский язык, который использует китайские иероглифы первоначально. Потом уже появляется там хирогана, катакана, там, или хирогана, катакана, кто как это называет, ну и так далее. Окей. Братцы, если есть вопросы еще по поводу тех боевых направлений, о которых мы говорили, задавайте их. Давайте я сейчас еще раз запущу, секундочку, запущу вот это вот, эти фрагменты, связанные с Фанзишуань. Вот. В это время мы можем о чем-то еще поговорить, например, о технических особенностях, вот, которые мы в частности сейчас наблюдаем. Да? Вот видите, достаточно частотную работу. Кстати, еще раз хочу заметить, такая же амплитудная частотная работа характерна для Пигуачуань, но в Фанзишуань эта вот частота, она гораздо выше, да? Она гораздо больше, потому что такие амплитудные, мощные круговые удары, они перемежаются с более короткими действиями, да, ибо это позволяет сделать это более частым. Но я напомню, помните, я говорил о том, что когда вы занимаетесь Пигуачуань или Фанзишуань, ваши легкие работают совершенно определенным образом. Это да, действительно так. Это как раз как с бегом. Например, если вы будете бежать рваным темпом, то быстрее, то там медленнее, то быстрее, то медленнее, да, вы начнете задыхаться. Вот кто не умеет это делать, да, те начинают задыхаться. Вот этот вот сбой дыхания, значит, происходит и когда вы переходите с режима на режим в спарринговой практике там какой-то и так далее. Вот почему у нас спортсмены устают, единоборцы не умеют держать долго достаточно бой, они там 2-3 минуты и все, и готов уже. Вот, потому что ударил, отбежал. Это единственный способ для единоборца как-то не задохнуться, не умереть, пока он сам что-то выполняет. Но вот для боевых искусств это нереально, это невозможно, потому что боец – это человек, который, ну, я уже говорил, что боевые искусства формировались в том числе в таких масштабных баталиях достаточно. Там вы не можете ударить, убежать. Там вам приходится сражаться не 2 минутки, а часами целыми сражаться, да. И в этом смысле надо уметь дышать. И вот нэйгун, вот это вот умение дышать, да, оно характерно, вот особенное такое дыхание, оно характерно для Пигуачуань и для Фанзишуань, потому что вот эта вот работа корпусом затрагивает действие диафрагмы, и именно от диафрагмы зависит ваше дыхание, объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, паузы между этими, значит, вдохом и выдохом возможные и так далее.
И вот сбивание такого дыхания возникает, когда вы не умеете управлять собственной диафрагмой. Да? И наоборот, если вы ей умеете управлять, то помимо того, что вы не задыхаетесь, вы спокойно работаете на протяжении какого-то продолжительного времени, вот, кроме этого, это, конечно, имеет еще, опять же, оздоравливающий эффект, о котором я говорил, как уже говорилось на прошлом стриме, особенно сейчас, в период ковида, вот эта вот дополнительная вентиляция легких, это важный момент, согласитесь, да? Вот, так что мы видим, что китайские боевые искусства нам не только помогают в бою, но и в обычной нашей повседневной жизни, все-таки нас еще дополнительно оздоравливая, а не уничтожая наше здоровье, как это происходит со спортом, с единоборствами и так далее. Окей. Вася Васин пишет, корейцы тоже используют китайские иероглифы, вроде как. Нет, не используют. На самом деле, да, раньше использовали, и вьетнамцы использовали китайские иероглифы. Ханьские. Значит, корейцы использовали когда-то, но корейцы перешли на азбуку корейскую, как известно, да, там достаточно простая азбука, достаточно простое, значит, составление слов, собственно, из этой азбуки. Вот. Что касается Вьетнама, официально они перешли на латиницу с обозначением тональности того или иного гласного звука. Вот. Но действительно есть какой-то легкий ренессанс и в Корее, и во Вьетнаме, и, значит, отдельные художники, например, какие-то, они, значит, стараются подписываться и, значит, на полотнах там, на своих подписываться китайскими иероглифами, ханьскими, действительно, да. Это как бы считается таким реверансом в сторону истории. Это такой закос под древность такой, да. Хотя, еще раз напомню, ни Вьетнам сегодня, ни Корея не используют китайские иероглифы ни в печати, ни для того, чтобы там в школе учиться и так далее. Окей. Ну, хотя, да, как я уже сказал, есть отдельные люди, которые знают китайские иероглифы, но читают их по-вьетнамски, или читают их все равно по-корейски, или читают их по-японски. Все знают, да, что, например, в Японии, да, значит, ряд наиболее распространенных иероглифов может читаться двояко, да, двумя разными способами. Это связано с тем, что первоначально это были китайские иероглифы, они одним образом читались, потом уже, значит, стали читаться несколько по-другому. Окей. Значит, об этом мы поговорили. Да, теперь давайте снова к техникам вернемся. Значит, хочу обратить внимание на то, что, ну вот вы видите, да, как используется, например, ребро ладони, внутреннее и внешнее ребро ладони используется. Вот эти вот мы увидели опять цепные удары, характерные для винчунь, они, собственно, растут из фанзи-чуань. Мы видим нередко шаги достаточно интересные, которые не так часто используются в других боевых направлениях. Это не только вот пустой шаг такой, ну, вернее, похожий на сюпу, на пустой шаг такой, который используется в том числе и в сины, является базовым для сины. Ну, таким, это не совсем сюпо, это такое несколько модифицированный шаг, но обратите внимание и на шаги, которые у нас периодически здесь возникают, когда у нас задняя стопа опирается только мысочком, не вся стопа стоит, а мыском стоит, да, вот есть такой шаг фанзи-чуань, и благодаря именно фанзи-чуань этот шаг у нас появляется во многих других боевых направлениях, да, и хотя он не является таким энергосберегающим, когда вы ставите стопу целиком, понятно, что ваша нога отдыхает в это время, расслабляется. Да? Когда вы ее ставите на мысочек, и не дай бог на два мысочка вы становите, да, понятно, что это энергозатратно. Ну вот в фанзи-чуане, тем не менее, используется в том числе и этот шаг. Он используется как раз не для того, чтобы энергозатратным он был, а часто используется, когда бойцы занимают низкое достаточно положение, как раз в качестве экономии уже, да, чтобы меньше было напряжения в бедре, например, да, используется вот такое положение, когда задняя стопа у нас опирается всего лишь на мысочек, и тогда у нас там голеностоп, условно говоря, работает, а бедро несколько отдыхает, да, такая вот история тоже. Ну и кроме того, трудно встать в нижний шаг, значит, так, чтобы он был еще компактным, не длинным, таким как дзен-куцу, там, например, в классике Шостакан, да, а узким компактным шагом, чтобы воспользоваться и не оторвать пятку, значит, это тоже невозможно, при этом прикрывая еще пах задним коленом, да, и задней голенью. Ну вот как раз поэтому здесь используется, например, такой шаг. Ну это кому интересно, да.
Так, Вася пишет, китайские боевые искусства тем и хороши, что это своеобразный образ жизни, поддерживающий здоровье. Да, совершенно верно. Благодаря китайским боевым искусствам действительно мы сохраняем свое здоровье, мы действительно его поддерживаем. И, кроме того, самое главное, конечно, чему они служат, это боевое их применение. Да? Окей. Да, вот сейчас, вот, кстати, мы видим достаточно амплитудные действия. Обратите внимание, дном кулака первое амплитудное действие было выполнено, да, тоже это в том смысле, что кулак используется не только для торца, но значит, дно кулака, верхняя часть кулака, обратная сторона кулака пустая, вот эта вот внутренняя часть кулака используется, например, когда мы говорим только о кулаке. Ну, тут фаланги пальцев используются, фанзичуань, да, фаланга большого пальца в том числе, кстати, используется, ну и так далее, и так далее. Вот это если только мы говорим о кулаке, не говоря уже там о формах пальцев и ладони и так далее. Виктор пишет, я теперь явно вижу связь фанзичуань и лао фэншуань. Совершенно верно. Чем дальше практика, тем четче понимание влияния этого стиля на другие. Все элементы на экране выглядят теперь знакомыми. Совершенно верно, ведь все так и есть. Мы базируемся именно на фанзичуань в первую очередь. И как я уже говорил, вот, ребят, для тех, кто просто этого не слышал, лао фэншуань это не просто модифицированный какой-то фанзи, да? Это фанзи, который прошел обработку в тех или иных боевых направлениях, которые я вот перечислял несколько раньше, да, а потом собран вместе, да. То есть это такая перезагрузка фанзичуань, вот у нас получается лао фэн. То есть это не какой-то новодел, на самом деле мы обращаемся все к тому же фанзи, но уже несколько модифицированному, побывавшему в других боевых направлениях. Вот что такое лао фэн. На всякий случай, кому это интересно. И кому вообще интересно это боевое направление, обратите внимание на ссылочку внизу, да. Там есть ссылка на второй канал наш Лао Фэн, он так и называется. Вот там, собственно, есть уроки Лао Фэншуань, кому это интересно. Кстати, в этом году, этим летом я планирую, если все будет хорошо, я планирую переснять на хорошую камеру уроки Лао Фэн. Я уже это сделал для Худшуань, я это сделал для Винчун, к сожалению, не для всех уроков, для половины уроков, там уроков 17, наверное, Винчун, но переснято на хорошую камеру. Для уроков Байхэ, для всех, которые сейчас имеются, я переснял тоже все в течение этого лета. Вот, и Луншуань у нас переснят на хорошую камеру. Вот, и этим летом, вот если все будет хорошо, как я уже сказал, я пересниму уроки Лао Фэн. Там будет абсолютно в тех же уроках, значит, будет та же информация, что и в старых. Просто на хорошую камеру я хочу это снять, вот, как бы лучшего качества добиться. Так что вот это лето у меня будет посвящено таким пересъемкам. И потом дальнейшему монтажу и перекладыванию этих уроков, да, перевыкладки такой. Вот. Кроме того, кстати, значит, вот переснимая эти уроки, о которых я уже говорил, Худшуань, Лонгшуань, Винчунь и Пайхэ, значит, благодаря этому я еще сделал параллельно, значит, эти уроки не только на русском, я их сделал на болгарском и сделал на английском. Вот. И на различных ресурсах в том числе выложил эти уроки. Очень надеюсь, что кому-то они пригодятся. Вот. Значит, ну, братцы, большое вам спасибо за ваше участие в этом стриме. Надеюсь, этот экскурс в Чхачуань и Фанзичуань был интересен для вас. Наконец-то мы действительно поговорили о фанзе, мы много-много о нем говорили, мы как-то к нему прикасались периодически, мы о нем вспоминали, но вот такого отдельного стрима об этом у нас, в общем-то, не было. Ну, я рад, что в конце концов мы к этому пришли, да. Еще раз спасибо, значит, одному из подписчиков нашего канала, который на этом настоял, который написал, что давайте вот еще сделаем. Он предлагал, кстати, сделать обзор фанзи, он предлагал сделать обзор Чхачуань, и он предлагал сделать обзор еще Лао Фэн. Вот на Лао Фэн отдельно, наверное, значит, сделаем обзор, поговорим об этом конкретнее несколько в других уже стримах, в более поздних. Еще раз благодарю всех, кто поддерживает этот канал финансово. Благодаря вашей поддержке я понимаю, что вы хотите, чтобы этот канал жил, развивался. Большое вам спасибо. И не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Переходить по ссылкам внизу, там масса ссылок на ресурсы нашего канала, значит, на ресурсы, которые содержат информацию о боевых искусствах. И переходите на плейлисты нашего канала, где легче сориентироваться в тех темах в области боевых искусств, которые вам интересуют. Я вам желаю хороших тренировок. Счастливо!